Да-да, такие базы отдыха еще существуют, представляете? Я сегодня няня за двумя. Всем привет! Мы приехали на базу отдыха Бригантина. Спуск, конечно, здесь такой очень крутой. Сейчас идем вниз на пляж, потом покажу вам наш домик. Конечно, это спуститься, да, и до вечера остаться там на море и не возвращаться сюда. Сегодня я забыла все, что можно было забыть. Очки забыла, дрон забыла, одежды половину забыла одеть. Здесь пляж классный, можно сюда с палатками приезжать. Иди, Доця, иди вперед. Мы сейчас на пляже, который почти возле Каролина Бугаза. То есть Каролина Бугаз в той стороне, а Грибов позади. Вон там, на самом верху, наш домик. Ой, классно вам там, да? Все, играться можно. Игрушки дать вам? Сейчас гораздо меньше людей на этом пляже по сравнению с серединой лета. Начинаются драчки, да? Чего вы? Не надо брызгаться, потому что сейчас Алиса тоже тебя брызнет. Вода только кажется прохладной, но она еще не осенняя, это еще летняя водичка морская. Привыкаешь, жарко даже. Да, вот такой вот домик советского типа на 2 комнаты. Здесь получается 3 кровати, выход. И здесь тоже пару кроватей и выход на улицу. И где-то там море. И вот как это все выглядит с этой стороны. Ну такое, мне напоминает Советский Союз, 80-е годы. Здесь так тихо-тихо на этой базе вообще. Лестница вниз. Туру-ту-ту. Пляж. Здесь когда-то был умывальник. Что тут? Комнаты закрыты, наверное. Эта база, где мы остановились, она совсем недорогая по сравнению с другими. Вы поняли уже из-за чего? Из-за того, что это лестница и база наверху, на скалах получается, на этих. И не всем удобно спускаться. Потому что все, что внизу, оно в 2 или в 3 раза дороже. И в Грибовке, и на Бугазе. Но в чем плюс? Здесь есть дорога по низу. Вот. И можно приезжать, вот этот весь участок, можно ставить с палатки и спокойно себе жить. И здесь нет народа. Да. И есть общественный стационарный туалет даже там, нормальный. Ну, для кого что главное? Далеко не заплывать на этой лодке, а то может в море унести. Сейчас она придет.
Короче, прошелся здесь по базам. Порядок цен. Двухместный номер без питания. База на берегу, прямо на песке. 1300 гривен в сутки без питания. Пятиместный номер 2400. Добро пожаловать в Одессу. На Каролина Бугас, в Затоку, в Грибовку. Да, по финалу неделя отдыха здесь обходится гораздо дороже, чем неделя на двоих в Египте all-inclusive. Ну реально all-inclusive в Турции где-то, а в Черногории, ну нет all-inclusive, но в Турции однозначно будет дешевле, А в чем Египте здесь. я не знаю, что за эти деньги за неделю сделают. Ну классный отель, 5 можно на море снять. Вот так вот. Я так млію за тобою, як ніколи. Дай сухарик. Муха! Покажи нам свой улов. Чему нам радоваться? Его не было целый день. 6 часов он ходил по морю, пока мы тут сидели, пили пиво, за детками смотрели. Где золотые зубы? Не выловил? А что нашел, Сереж? Грамма 4-5 это было. Толстенькая обручалка. Реально, ну классно. Все равно не даром. Недаром приехали. Все, мы уходим с этого пляжа. Народ идет, дети наши, боже, эти мошки, это какой-то кошмар. Дети ушли наверх, и сейчас это адская лестница. Я не знаю, как я вытащу Алису, Гена с коляской, мы с вещами. Я говорю, как мы будем сейчас все это тащить наверх? Как? Нужно подняться аж вот туда на самый верх. Она вертикальная там местами. У меня Алиса и куча вещей. Мы же его не хотим сдувать, чтобы завтра еще выйти на этот пляж и его опять, ну, чтобы не надувать заново. База на самом деле очень огромная. Вот такие аллейки, ее конца просто не видно. Домики все примерно стандартные, деревянные, такие старые. Еще, наверное, 80-х годов. Все такое унылое и требует давно ремонта. Но никто его тут не делал, естественно. Похоже на наш авиаремонтник. Если помните, я снимала его много лет подряд. Бродя по этим аллейкам, я вспомнила Припять. Реально Припять, когда вот мы были последний раз в Чернобыле. Ну, то же самое. Уху. Здесь даже есть детская площадка. Я их нашла, да, они куда-то все разбежались. Я думаю, где дети? А они все здесь. Доц, идем к папе. Пошли шашлык жарить. Идем? Я попала в Советский Союз. А сейчас покажу вам настоящую совдеповскую столовку. Сколько стоит завтрак, еще будет на завтрак? Будь здоров. Меню на завтрак. Молочный суп с лапшой, представляете? Столики, ну прям все как раньше было. А вот это вообще класс. Мухи, липучка для мух. Добрые детки оставили нам сулугуни, съели всю миску сырыми, пока мы были на пляже, и оставили нам 4 штучки. Да, до хера дров. Это Катя огонек, да? Не знаю. Две не удержать, Все. он уже прихватывается. А какие они должны быть? Как понять, что они уже готовы? Крутите. И все. Крутите их и все. Крутите. Всем доброе утро. Сегодня у нас второй день здесь на Бригантине.
По лестнице мы идти не хотели, выселились из домика, объехали вокруг на машине, вещи ненужные оставили. Уже взяли тут зонтик, подстилки и идем с детками на море, побудем пару часов и будем возвращаться в город. Алиса, давай маме руку, пошли. Дося, пошли. А что Дося несет? Идем. Игрушки? Алис, догоняйте. Глубоко? Далеко? Прям сразу, да. Дося, догоняйте, давайте. Кукурузка, солоденькое пиво, креветки, домашние чипсы, медовая пахлава, трубочки со сгущенкой, домашние пирожки, попкорн и сладкая вата. Вода сегодня где-то в 2 раза холоднее, чем была вчера. Наверное, из-за того, что ночью было холодно. И поэтому утром она вообще... Плавает. Поехали, поехали, поехали. Не, вода нормальная. Конечно, холоднее, чем вчера, но занырнуть можно. Ныряй. Да быстро, раз и все. Оно быстро, когда легче. Скоро похолодает, и в следующий раз море уже может быть где-то только за границей, не у нас. Потому что у нас уже будет совсем холодно. Так что, Ася, цени. Ты добренькая сегодня, все дает всем, всех угощает. Сейчас задавишь папу, забьешь его. И вот еще есть детское развлечение. Батут на воде. Мы сегодня полдня провалялись на пляже. Жара такая уже невозможная. Все, осенняя жара. Как тюлени. Да. Едем потихоньку сейчас уже в город. Сейчас встретим нашего водолаза. Сейчас посмотрим, что он нашел сегодня. Да, Кладоискатель. Сережка. Да. Этот кладоискатель морей и океана. Но судя по тому, что его не было 5 часов, он 5 часов провел в воде, значит, что-то достал. И сумка наполовину из воды торчит, значит, наполовину уже загружена. Сейчас там золотые коронки, Конечно. зубы, Да ну Гена, блин. жгуты, ну вообще Рассказывай, там что все, что игрушки. хочешь. Сейчас увидите. Да, ты круг сдула? Да, игрушки соберите, пожалуйста, Алисины. И вон рапанов наловили. Выходные наши просто пролетели, пора домой. Возвращаемся потихоньку в Одессу. Завтра понедельник. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо за лайк и подписку на мой канал.